Тефлю Silver Strong – сила для розблокування носа при нежиттю. В российской Z-среде в последнее время как-то много рассказов о том, что все совсем не так радужно, как рассказывают на государственных каналах. Жалуются на высокие потери, плохую оснащенность, недостаток людей. Но главное, почти все зетники в один голос, кроме самых оголтелых придворных военкоров, говорят о том, что никаких возможностей выиграть войну сейчас нет. Недавно интервью дал и Дмитрий Рогозин, который поделился своими мрачными мыслями и ощущениями. Бывший начальник Роскосмоса с осколками а ныне командир Центра специального назначения беспилотных систем «Барс Сармат» рассказал, что фронт находится в тупике, что выиграть текущими методами возможности нет, и что ВСУ опережают армию России во многих сферах. Давайте же ознакомимся с его зрадным интервью, отрывки из которого вам наверняка уже попадались. Рогозин отмечает, что у ВСУ подавляющее преимущество в сфере беспилотников. У них этих БПЛА, как у дурака махорки. Сколько? Вот как у дурака махорки сколько? Вот сколько они в день используют? Ну, раз в 10 больше, чем мы. В день? В день, да. До сих пор? Конечно, да. Раз в 10. Причем, чем больше мы используем, чем больше мы сбиваем их дронов, а их поток не заканчивается. Отдельно Рогозин рассказывает про украинские дальнобойные удары. Ну, сколько дальних дронов залетает в столовые зоны, вы прекрасно знаете. Это мы знаем, да. Это нам говорят. От 100 до 250 ежедневно. Представьте себе, какое гигантское производство. Ведь каждый дрон, который залетает туда, это так называемый Анна, то есть Антонов 196 лютый. Производство КБ Олега Константиновича Антонова, который был другом моего отца, Олега Константиновича Рогозина. Да. И Антонов бывал у нас дома. Я еще мальчишкой, там, сказать, под стол, как говорится, ходил и так далее. Значит, теперь его именем прикрывается производство дальнобойных, очень опасных дронов с прекрасной системой управления, которое обеспечивает реализацию полетного задания, несмотря на все наши, так сказать, потуги и возможности. То есть, они преодолевают и первый, второй, там, третий, четвертый, пятый, там, 10 эшелоны ПВО, доходят до объекта, и потом, значит, ваш брат, журналист, пишет: обломки БПЛА упали. Значит, я думаю, что все время обломки прям точно так падают. Да? Значит, именно туда, куда надо. Количество дальнобойных БПЛА, значит, я уже сказал, от 100 до 250 ежедневно, но я уверен, что их количество будет увеличиваться. Собирают на Украине или привозят? Собирать на Украине. Говоря про российские дроны для дальнобойных ударов, Рогозин с сожалением отмечает, что собственная промышленность в этом отношении развита плохо, поэтому без западных комплектующих никак. Если у нас, например, была бы развита микрорадиоэлектронная промышленность, наверное, мы могли бы это все дело быстро заменить. А мы зависим в этом вопросе. И здесь задача соответствующего министерства профильного или какого-то нового министерства, да, которое должно быть, с моей точки зрения, создано, это создать единую техническую политику, да, выявить наши слабости в комплектующих, локализовать производство этих комплектующих. Из появившихся, так сказать, достаточно уже серьезных компаний, которые производят летательные аппараты, сформировать центры компетенции. У кого-то что-то хорошо одно получается, у кого-то что-то другое. Но государство не может себе позволить этот параллелизм, да, в условиях военных действий. Соответственно, значит, необходима организация этого дела. Понимаете? Любое дело должно быть должным образом организовано. Перспектив скорого захвата Украины Рогозин особо не видит. Более того, он уверен, что фронт в тупике. Ну, когда мы смотрим на карту, карта двигается очень медленно. Да? То есть, почти не двигается. Она двигается с огромным трудом, с колоссальной ценой, которые наши военные, значит, платят за то, чтобы двигаться вперед. Зеленский над нами издевается в цвет и говорит: вам не хватит ни одного поколения, чтобы продвинуться там до Киева, вам еще идти. Нет, Зеленский совершенно не интересует, он вообще ну, понятно, что да. Как бы он говорит факт. Но смотрите, а как здесь двигаться? Вот смотрите. Вот если двигаться такими традиционными способами, как мы сейчас двигаемся, да, то есть, в основном вся война идет в тактическом звене. Это что такое штурмовая группа? Это 3-4 человека, 5 человек. Да? Значит, мужики где-то, наверное, возраста примерно близкого к нам. Да? Вот, потому что молодежь-то она у нас айтишники, там, они там у нас где-то защищены там, всеми и так далее, пирогами. Вот. И вот эти вот мужики по степи, которая вся заминирована, да, где дроны с разных сторон жужжат, увешанные броней, там, увешанные, значит, то и у него автомат должен быть, и боекомплект должен быть у него под этот автомат, и одновременно на гладкоствол, чтобы отстреливаться от дронов, и еще и рэп, и вот это все.
встать с этим невозможно, со стула, а не то, что идти куда-то наступать. Это очень сложно. А если техника появляется, любая военная в зоне там, 20 километров ближе к линии боевого соприкосновения, она будет сожжена. И нами у них, и у них у нас. Вот и все. Вот он тупик-то в чем? Значит, в чем проблема позиционной войны? То есть, силы примерно равны, да, по оснащенности, по подготовленности, извините, даже по мотивации. Потому что там накачан. Там тоже. Нет, там накачан. Слушай, там русские люди, понимаете? Нет, там говорят только на русском. Да, да, мы их там гранатами закидываем, они кричат, что русские не сдаются, понимаете? Они, правда, никакие не русские, это вырусь по мозгам своим. Они потеряли честь, совесть, они на стороне НАТО выступают. Но по характеру, по их умению воевать, да, по их жертвенности, да. Да, это мы. Это мы. Если там сидели бы французы какие-нибудь там, но мы бы давно с ними уже разобрались. Вот в этом проблема, что мы воюем в каком-то смысле со своим собственным отражением. Рогозин отдельно отмечает колоссальное преимущество Украины в некоторых сферах. У них колоссальное преимущество. Ну, что еще самое новое пошло? Ну, во-первых, колоссальное преимущество, я об этом сказал, как у дурака махорки этих дронов. Мы-то их там их ищем, выбиваем, там что-то сами делаем и так далее, и так далее. У них нет проблем ни с комплектующими, ни с целым запасом дронов. Во-вторых, у них мозги на месте. Вот, они придумывают все время новые решения. Причем они такие изуверы, маньяки. Вот, например, тот же самый Мадьяр, например, да, он прекрасный организатор, отличный командир, но это просто. То есть, все его видосики, если посмотреть у него на телеграм-канале, вы обратите внимание, вот они там 3-4 дрона терзают одного солдатика нашего. Их сайты и наши, да, вот я не видел большой радости от того, что кто-то погиб с их стороны. А я, кстати, видел даже, как любимая бригада Путина, 155-я, морпехи, голову украинскому солдату, а потом постил это все в соцсетях. Да чего уж там, зайдите в любой Z-канал и посмотрите на его комментарии о каком-нибудь масштабном обстреле Киева или другого города Украины. Там будет радость и праздник по поводу смерти мирных людей. А Мадьяр просто делится результатами своей работы. Также Рогозин говорит, что победой пока не пахнет. И если она будет, то и не скоро, и ценой огромных жертв. И как вы хотите, чтобы мы сейчас там всех победили-то? Да еще воюем с себе подобными. А не с какими-нибудь там мартышками, там, не знаю, это. То есть, мы воюем с заведом более сильным врагом. Вот сказал, русские рано или поздно войну проиграют. Не, мы не проиграем эту войну. Я просто еще раз говорю, вопрос только в том, что цена и срок этой победы будут, ну, скажем так, намного сложнее, чем пропагандистский лозунг. Если сейчас, например, кто-то у нас скажет, слушай, мы так устали, ну, у вас это какие-то мужики там что-то воюют на фронте, а у нас-то все хорошо, давайте все это там подписывайте, что-нибудь там остановимся, где-то там и так далее. Скорее всего, вот к этому там все подгребают. Проблема будет в чем? На этом война не остановится. То есть, вооруженный конфликт, вот данный конкретный, остановится. Но война только приобретет еще больше смысла. Тогда, знаете, еще... На линии фронта и около нее становится все опаснее. И там, где раньше можно было спокойно ездить, сейчас уже нельзя, жалуется Рогозин на изменившуюся войну. Вы говорите, что мы за очень короткий период времени ушли с 1,5 километров до 30, да? Вот. Мы успеем их обойти с помощью наших умов или нет? Вот вы сейчас занимаетесь тем, как я понимаю, вот этой гонкой, да, вот эта гонка, да, вот сейчас все встало, потому что приблизительный паритет. 20 километров ни мы, ни они головы поднять не можем. То есть, получается такая линия в 40 километров, да, где все вылазят только под землей, да? Серая зона. Да. То есть, она же еще будет расширяться, эта серая зона? Скорее всего, да. Те дороги, по которым я раньше ездил беспрепятственно, подъезжая к ЛБС, даже еще помню, конец 23-го года, там, с бабами и йогами с этими мы там боролись, но они летали вдоль линии фронта. Сейчас на эту дорогу не подъехать очень сложно. И они тоже не подъедут точно так же. Да, то есть, грубо говоря, вот эта буферная зона, она сильно расширилась. Как с той, так и с другой стороны линии боевого соприкосновения. Ну, вы ждете прорыва технического от себя или от них? Слушайте, понимаете, БПЛА на таких расстояниях, вот то, чем я оперирую, то есть тактического плана, они, они, видимо, на таком расстоянии будут работать. Просто они будут чуть эффективнее, чуть больше грузоподъемность, система там захвата и удержания цели, система там донаведений, система там управления по подложке, геоподложке. Это тогда вот это сейчас мы чем занимаемся. То есть, это совершенствование БПЛА, работающих именно вот в этих территориальных зонах. Если говорить про дальнюю зону, у нас есть для этого герани. Те же самые, да, Герань-2, Герань-3 и так далее, которые
прорываются сквозь зоны ПВО, там частично их сбивают, но часть доходит и выполняет свои задачи. А уже дальше, если вам необходимо быстрее нанести удар, вы используете ракетное оружие. Или крылатые дозвуковые ракеты, да, типа «Калибр», например. Или вы используете, например, там, гиперзвуковые ракеты, которые имеют высочайшую эффективность. Но они дорогие просто. Вы же не можете этими ракетами забросать всего противника. С другими зетниками, ведь многие из них присоединились к мрачным оценкам Рогозина, комментируя его интервью. Вот, например, Олег Царев рассказывает, что с фронта ему сообщают то же самое, что рассказывает Рогозин. Дмитрий, пишет Царев, повторяет то, что мне постоянно говорят друзья с фронта. Надо на порядок превосходить противника технологически, чтобы начать наступать кардинально быстрее. К сожалению, пока мы зачастую преимущество противника в дронах компенсируем преимуществом в живой силе. Некоторые даже предполагают, что у Рогозина из-за сказанных слов могут начаться серьезные проблемы. Вот, например, за него переживает Z-канал и русский Тарантас. Жду, когда шайка турбопатриотов и охранителей получив команду «Зеленый свисток», начнет написывать о том, что Рогозин сеет зраду, опять в политику собрался, матерый политический деятель, а нервы как у беременной гимназистки в очереди к венерологу. Но проблема не в том, что Рогозин сказал, проблема в том, что так все и есть. От Кимбургской косы до Серебрянского лесничества, которое мы на днях взяли, только толку с этого ноль, оно в киллзоне. При нынешних методах войны только городская застройка дает какой-то выбор убежищ. Степи, как оперативный простор для быстрого продвижения нашей армии, оказались неодолимым препятствием из-за полного отсутствия укрытий и многих километров открытки на подходах к точкам штурма или вражеским опорникам. Должно быть какое-то решение, какая-то дорога, ведущая из позиционного тупика. В Первой мировой, увы, не сработали. Гиперартподготовки тоже, но танковые кулаки внезапно начали проламывать линии обороны. Решение есть, где-то бродит в подсознании. Возможно, это десанты в глубокие тылы или десанты в близкие тылы для уничтожения гнезд БПЛАшников. Не знаю. Я, в отличие от специалистов из турботусовки, обычный шпак. Свои 5 копеек добавляет Стрелков на миллималках, он же Павел Губарев. К сказанному Рогозину, пишет он, надо добавить, что ВСРФ на многих направлениях наступает, а противник обороняется. Таким образом, мы несем несоизмеримо большие потери. ВСУ такой расклад вполне устраивает, поэтому никакой мир украинцам не нужен, их все устраивает, а с учетом эффективной работы по ключевым НПЗ уничтожено 26% мощностей, сложившаяся ситуация им стратегически выгодна. В то же время российская пропаганда продолжает вводить общество в заблуждение о том, что ВСУ близки к поражению, а мы перемалываем противника и скоро победим, тогда как положение патовое и фактически является поражением. Возможность закончить СВО победой при сохранении колониальной системы власти в России отсутствует, пишет Губарев. Но некоторые считают, что слова Рогозина — это просто отмазка, чтобы нормально не воевать. Об этом пишет Z-канал «Росгвардеец». Затык у нас из-за закостенелого мышления командиров и вечного стремления взять наскоком. Печально, что бывший глава Роскосмоса говорит о каком-то тупике. Судит он, конечно, по одному участку местности, да и на открытках воевать можно, только надо лишь включить системное мышление и настроить работу. Чтобы двигаться, надо сделать так, чтобы КББ работала в дронах, был как минимум паритет, а операторы украинцев выявлялись и уничтожались. Для этого нужен не один расчет, который ведет разведку, трансляцию, сбросы и еще кормит штурмов. И если на одном участке фронта затык, не получается двигаться, то может пока сесть в активную оборону, продвигаясь на другом, раздергивать противника, не давая расслабиться. В лесах с перепадами высот украинцы действуют гораздо слабее, чем на равнине с большими открытками. А на равнине надо давить артиллерию и расчеты дронов. Причем давить не просто вспахивая поля, а стараться на результат. Воевать можно эффективно, надо просто этого хотеть, а не гнаться за датами и красивыми докладами.